Сегодня 5 марта 2025 года, и всех приветствую из солнечной Одессы. Сейчас вот как раз приехала в центр, и сегодня 1106 день войны. Как вы видите, Дюк еще продолжает оставаться за мешками с песком. Он не знал ли он когда-то, что ждет его такая участь. Хотя, вы знаете, может, Дюк и рад, что не видит этого всего ужаса, который сейчас происходит в его любимом городе. Всем привет из Одессы. Я сейчас нахожусь на Приморском бульваре. Это такое знаковое место для города, потому что считается, что именно отсюда и начиналось развитие нашей Одессы. Хотелось бы показать вам Приморский во всей красе, показать вам бронзового Дюка, но, к сожалению, это сейчас невозможно. Кстати, вот этот памятник Дюку, он является первым памятником в городе, и устанавливали его на пожертвования жителей Одессы в знак благодарности. В 1854 году, по-моему, при обстреле англо-французской эскадрой Дюк уже однажды был поврежден, в него попало ядро, и там, кстати, даже на нем есть заплатка. Так что не зря его вот так вот закрыли от всего, чтобы все-таки первый памятник города оставался в Одессе и продолжал всех радовать в первоначальном виде. Ночь в Одессе сегодня точно сложно назвать спокойной. У нас вчера вечером, снова в то же время, что и позавчера, раздался сигнал воздушной тревоги. И было видно, что на город летит просто огромное количество шахедов. Писали, что их до 30 штук. По городу были слышны сильные взрывы. У некоторых жителей города пропал свет, пропало отопление, пропала вода. Некоторые жители города снова остались без домов, без имущества, без автомобилей. В общем, такая сейчас обстановка неспокойная, и сегодня, несмотря на прекрасный теплый солнечный день, все равно не знаем, что нам ждать вечером. Видите, несмотря на войну, в Одессе сейчас есть экскурсии, и вот сейчас узнавала, думала, что, видите, здесь есть прогулки на катере, яхте, это довоенный такой плакат, можно было попасть на Воронцовский маяк, я была, очень классно, там очень красиво, но, к сожалению, сейчас этого нельзя, но зато есть Умань, можно поехать в Софийский парк, можно поехать в катакомбы, есть экскурсия «Криминальная Одесса», так что, если приедете в наш город, скучно вам точно не будет. Сегодня потеплело, и бегают счастливые одесские собаки, уже сняли с них эти теплые одежки, уже все готовятся к лету. Вы знаете, когда туристы попадают сейчас в Одессу и попадают на Приморский бульвар, даже они сюда не могут попасть, потому что это одно из самых туристических мест города, то все равно вокруг, вот именно все попадают в такую атмосферу военной Одессы, потому что вот здесь, где ты не идешь, смотришь на здание, то, как вы видите, здесь везде забито все фанерными листами. Вон, посмотреть, нету окон, поэтому все могут почувствовать, как сейчас живет город. Вот сейчас я подхожу к такому знаковому месту для Одессы. Это гостиница «Лондонская». И она в свое время была первой, самой престижной гостиницей в Одессе. Гостиница «Лондонская» встречает своих гостей еще с 1846 года. И за это время ее посещало огромное количество людей, которые известны на весь мир. И очень хочется верить, что после войны к нам в город приедет еще большее количество туристов, чем раньше. Смотрите, уже столики вынесли на улицу, кресла. А вот у гостиницы «Лондонской» на 8 марта даже есть планы, так что, если вам интересно, приходите. Так, я здесь вижу красивенного кота или кошку. Правда, без хвоста. Ой, не могу тебя, котик, погладить, в руках все камеры. Какой он красивенький, даже немножко смешной. Кс-кс.
Одесские коты — это как отдельный вид искусства. Это красавица, какая красивая кошечка. Как бы не старалась радоваться, как бы не старалась поддерживать свой позитив, все равно на все вокруг больно смотреть. Посмотришь налево, окна забиты фанерой, посмотришь прямо, дюк стоит в мешках, идешь и переживаешь, чтобы не было воздушной тревоги, потому что сами видите, что в последнее время происходит. Вообще Приморский бульвар такое место, на котором всегда много людей, здесь всегда шумно. Так, ну, это туристическое место, одним словом. Но, знаете, за время войны, когда сюда приезжаю, то, особенно в те периоды, когда часто обстрелы города, то как-то совсем здесь не весело и совсем здесь жизнь не кипит сейчас. Ну, возможно, потеплеет еще больше и что-то изменится, но пока вот такая ситуация. Видите, снова фанера, снова она повсюду. Идешь, и вместо того, чтобы любоваться красивыми витринами, то пока вот так вот. Везде уже по центру города у нас сейчас платная парковка, 30 гривен за час. Есть и бесплатное время. Ну, это все нужно уже узнавать конкретно от парковки. Сегодня ветрено достаточно, и ветер портит мне прическу. Так что извините, если в кадре выгляжу не расчесанной, это все, во всем виноват ветер. Знаете, несмотря на то, что вокруг мало чего хорошего происходит, в Одессе хорошая новость в том, что к нам наконец-то пришла настоящая весна. Хоть сейчас на улице плюс 9 градусов, но ощущается, я не знаю, на солнце просто плюс 20. Если бы не ветер, можно бы было ходить в одной кофте и совсем не было бы холодно. А дальше еще больше потепления, и обещают, что оно у нас задержится. В общем, это очень радует, и можно выходить на улицу и просто как котики греться. Посмотрите, как Одесса прекрасна. В заведениях, я просто иду с микрофоном и не слышно, уже включается музыка, поскольку идет дальше потепление надолго. Люди выносят на улицу кресла, стулья для того, чтобы на выходные, на праздники перед 8 марта жители города приходили в заведения и отдыхали, набираясь положительной энергии. Всегда приятно прогуляться улицами Одессы, особенно в центре, потому что действительно есть чем полюбоваться. И не поспоришь. Прочла, что Одесса, Одесская область попала в топ во всеукраинском рейтинге местного благополучия и заняла 5-е место. Впереди только Киев, Львов, Ивано-Франковск и Харьков. В принципе, она подошла там по пунктам эмоционального восприятия своего населенного пункта, уровнем медицины, уровень образования, благоустроенность, легкого поиска работы, хороших доходов в бизнесе и так далее. Так что, если выбираете себе место для жизни, можете смело выбирать Одессу, Одесскую область. Если убрать то, что здесь сейчас не очень безопасно, то в целом очень хорошее место для жизни. Но, видите, вот сейчас такой немножко начался период обострения. Кстати, год назад то же самое весной. Вот у нас были очень часто обстрелы, и именно дронами. Ну, посмотрим, может дальше будет потише. Конечно, очень хочется в это верить. Так, кто интересуется курсом доллара и евро? Доллар сейчас покупка 41.15, продажа 41.65, евро 43.95 покупка и 44.90 продажа. Смотрите, какую экстравагантную шляпу я нашла. Если вы хотите такую, то такую можно найти в Одессе. Думала, в городе пусто, на Приморском пусто, нет людей, а оказывается все пришли на Дерибасовскую. Посмотрите, сколько на Дерибасовской народа, а сейчас обед и будний день, все должны быть на работе, но все вышли греться на солнышко. Смотрите, городские службы все время работают, и несмотря на то, что ночью у нас был обстрел, и многие задействованы именно там, на месте происшествия, все равно вот везде идет подрезка деревьев, везде все подметают, чистят.
Ну классно. Город будет красив. Город готовится к весне. Очень рада, когда много положительного происходит в Одессе. Деревья подрезают. Недавно возле Оперного подрезали. Сейчас вот здесь. Люди просто как котики повыходили греться на солнышко. Все загорают. В Одессу пришла весна. Спасибо, что остаетесь с нами. И, как всегда, до встречи в следующем видео. Надеюсь, что оно будет еще более позитивным. Какой ветер сейчас в Одессе разгулялся. Сейчас нужно быть осторожным, чтобы на голову не свалились никакие ветки и никакие деревья.